Добрый день, салам алейкум всем. Честно говоря, мне сказали в спортзале, на встрече одном маленьком спортзале, честно, ворота открылись, чуть-чуть удивило, да, столько людей. Большое спасибо. Спасибо всем организаторам, кто организовал мое прибытие, так скажем, на Северную землю, в Сургут. И надеюсь, хоть кому-то мой приезд принесет пользу, потому что здесь очень много детей, а дети — это наше будущее. Мы должны вкладывать в детей, мы должны их воспитывать. И вообще эти дети — это наше все. Так что основной мой приезд, он нацелен на встречу с подрастающим поколением. Большое спасибо всем. Дорогие друзья, сегодняшний приезд Хабиба Нурмагомедова — событие знаковое для Сургутского района. И приехал он не с пустыми руками. Как вы знаете, существует книга, автобиография Хабиба под названием «Хабиб Тайм». Так вот, сегодня мы готовы наградить особо выдающихся спортсменов Сургутского района. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты приглашаются спортсмены отделения КУДО и ММА. Элифханов Эльбрус, поселок Солнечный. Юсупов Арсен. Денис, городское поселение Барсово. Спортсменка клуба «Вертикаль», отделение скалолазания, Урамова Анастасия. Гасанова Альбина. Хажипов Камиль. Гаджи Мурадов Вердихан, спортивная школа Олимпийского резерва Сургутского района. Отделение кикбоксинга, клуб «Тайфун», Курбанов Рабадан. Спортивная школа номер 2 Сургутского района, Маркитан Александр. Спортивная школа номер 2 Сургутского района, Плунов Владислав. Кахрамунов Илькнур. Спортсмены направления вольная борьба. Гагибов Ниеваддин. Спортивная школа номер 2 Сургутского района, Байрамов Симур. Большое спасибо, Хабиб, присаживайтесь, пожалуйста. Ну что, друзья, сегодня собрались, ну что, друзья, кто готов задать свой вопрос? Прошу, девочка у нас в красном. Какие у вас отношения сейчас с Тимуром? Тимати. Вот для нее Тимур нормально, а так с Тимати. Не знаю,
Я особо с мужчинами отношения не строю. Спасибо. Продолжаем. Следующий сектор. Вот у нас парнишка. Как вы стали чемпионом мира? Мечты. Ну, тренировался всю жизнь, шел к этому с детства, там, сколько себя помню, на ковре. 25-26 лет пришло на то, чтобы стать чемпионом мира. Так что не за один день, не за 2 дня, не за 10 лет. Так что долго очень шел. Спасибо. Прошу следующий сектор. Ребятки, есть вопросы? Вот. Салам алейкум, Хабиб. С кем вы проведете следующий бой? С Мейвезером, с Тони Фергюсоном или с Сан-Пьером? Хороший вопрос. Ну, пока не знаю, они мне пока дали отпуск, так скажем. Сейчас. За это время проведем, так постараюсь провести это время правильно, выстроим планомерно, так, чтобы это время пошло с пользой, и чтобы я тренировался и одновременно, например, ездил по городам, встречался с молодежью, хоть как-то приносил пользу, да, подрастающему поколению. Ну, может, это к лучшему, да, но 9 месяцев они дали. В лучшем случае я и так вернулся бы после 6 месяцев, но 3 месяца больше, спасибо им за это. Так что проведем правильно это время. Спасибо. Прошу этот сектор. Давай, задавай свой вопрос. Какие у вас отношения с Конором? Не знаю, все задают эти отношения. Я же говорю, мое предпочтение, она не распространяется в сторону мужчин, так что они там пускай занимаются своими делами. Спасибо. Андрей Александрович, к вам обязательно подойдем сейчас. Прошу, давайте этот сектор вот, зелененький. Как вы получили прозвище Орел? Ну, думали с отцом. Когда меня подписали в UFC, мне сказал менеджер, что у меня слишком длинное и непонятное имя для американцев, и ее произносить очень будет трудно. На самом деле так и оказалось. Вначале никто и не мог мое имя не запомнить, не произнести. И они говорили, что у бойцов будет никнейм, и нужно, чтобы тебя как-то называли. Ну, мы подумали с отцом. Орел — это символ Дагестана. Орел — это герб России. Так что очень много связано с орлом. И выбрали, что будем орлами, так скажем. Спасибо. Прошу. Салам алейкум, Хабиб. У меня такой вопрос. Сколько боев ты еще планируешь сделать в этой UFC? Я, честно сказать, пока такого нету, что вот определенные бои, вот столько боев хочу сделать и уйти. Пока я даже не хочется думать, да, о боях там, и так далее. Последние 9 месяцев я провел 3 боя в UFC. Все 3 боя были очень тяжелыми в эмоциональном плане и физическом, так как я за 3 боя сгонял 45 килограмм. И, честно говоря, особо не хочется думать о дальнейшем. Проведем время правильно, чуть время пройдет, многие вещи станут ясны. Обстоятельства, да, и по этим обстоятельствам бой должен был пройти. Но в данный момент я считаю, что он не заслуживает реванш, ему надо заслужить его. Как я знаю, UFC работает над тем, чтобы он подрался в апреле. Пускай подерется в апреле, потом в конце лета, пускай выиграет 2-3 боя, а дальше уже мы посмотрим, как он будет, так скажем, как он подерется. Там есть более достойные ребята, чем он, которые должны за пояс драться. Это Тони Фергюсон, это Дастин Порье. Так что я думаю, что ему нужно это заслужить. Спасибо. Так, возвращаемся к этому сектору. Да, вот прошу.
Какой у вас счет был при борьбе с медведем? Ну, тогда я был, наверное, твоим ровесником. И там, наверное, особо не имело значения счет. Главное, чтобы он тебя не схавал. Я думаю, это в принципе главное в жизни. Так, прошу. Да, вот, постарше нас. А могут ли у вас забрать пояс, когда пройдут вот эти 6 или 9 месяцев? Я не знаю, я в октябре дрался. И там были бойцы, которые 2 года не дрались, у них пояс не забирали, 1,5 года не дрались, пояс не забирали. Ну, я-то готов драться, это они сами меня отстранили. И пояс забрать, наверное, не могут, но я думаю, что сделают титул временного чемпиона. Могут сделать между Дастин Порией и Фергюсоном, разыграть, кто из них выиграет. Тот станет временным чемпионом, и мы потом в конце года уже подеремся за настоящий титул. Я думаю, это такое событие может произойти. Ну, пока я точно не знаю, тоже, ну, примерно вот такое событие. Спасибо. Прошу, третий сектор. Здесь все знают, уже все хорошо. Так, давайте тогда перейдем сюда. Прошу. Хабиб, ассаламу алейкум. Хотел узнать, атлетическая комиссия дала тебе 9 месяцев, но если ты пройдешь определенный курс и лекции, то тебе сократят до 6. Будешь ли ты проходить эти лекции? Ну, честно сказать, я провожу больше лекций, чем сама атлетическая комиссия. Пускай они сами проходят эти лекции и так далее. Но они сказали в социальном ролике, где это участвуют. А где вообще участвовала атлетическая комиссия штата Невада? Я их никогда не видел, что они над чем-то работают, над продвижением, там, ну там, что помогать детям и так далее. Вообще штат Невада это там, где разрешены официально наркотики, проституция, азартные игры. Пускай сами над собой работают. Достойный ответ. Да, я думал... Боец однозначно является одним из лучших в мире. Я думаю, что легко не было точно. Нужно было придерживаться плана на бой. Нужно было делать то, что мы заготавливали, то, что мы готовили к нему. Во время тренировочного сбора нельзя было отходить от плана. Вот так, пока он не устанет, пока я его заставил устать, было так, 50 на 50, а потом уже он сам сдался. Спасибо. Так, вот, наверное, девочек тоже дадим задать вопрос. Здравствуйте. А вы когда-нибудь пропускали в детстве тренировки? Тренировки, конечно, пропускал. Бывали. Но в основном старался не пропускать. Без ошибок, конечно, не бывает. Но у меня как-то раз, я помню, было 2 года, что я не пропускал ни тренировки, ни зарядки, ни утром, ни вечером. И утром, вечером все 2 года я тренировался. Как-то так сложилось, что я даже и не болел. И бывали такие моменты, бывали, что пропускал. Но, в общем, если так сравнивать меня с другими сверстниками, да, моими ровесниками, в отличие от них, я практически... Есть у нас еще здесь парочка заготовленных вопросов. Конечно, большинство вопросов задавали про бой с Конором Макгрегором. Один из них звучал так. Перед боем все считали многие считали Конора в стойке лидером, вас же в борьбе. Не было ли желания доказать всем и победить именно в стойке, нокаутом таким хорошим? До боя не было такого желания. Было желание, да, показать себя там и так далее. Я в бою и показал себя, я в 2-м раунде был нокдаун, в 3-й раунд я весь 3-й раунд специально стоял с ним в стойке. Но до боя такого желания не было. До боя было желание работать в том ключе, где я силен. Переводить партию, бороться, навязывать борьбу, ближний бой. Потому что экспертов много, людей много, у каждого человека свое мнение. И кому-то навязывать свое мнение, такое желание у меня не только перед этим боем, но и вообще не преследую. У меня есть свое мнение, свое видение на бой, там, на определенные вещи по жизни, да. Ну, кому-то это может не нравиться, кому-то это нравится. Я особо не зацикливаюсь на этом. А в бою видно было, кто мог в стойке, кто мог в партере, да.
но я считаю, что ни в стойке, ни в партере у него ничего не получилось. И это основная причина того, что он не заслуживает реванша. Ну, ребята могут оставаться при своем мнении, а у вас чемпионский пояс. Так что здесь, по-моему, комментарии излишни. Прошу, давай. Стой. Кто вам предложил заниматься UFC? Ну, такой вопрос, кто предложил. Отправили контракт. Президент UFC отправил контракт, предложил, чтобы я стал бойцом UFC. Это было 7 лет назад. Ну, чуть больше 7 лет назад. И особо не задумывался, потому что я до этого контракта мечтал туда попасть, стремился к этому. И как только отправили, как только предложение поступило, я сразу принял. Все, спасибо. Давайте поаплодируем, смелый парень. Так, перейдем к этому сектору. Давай, он прямо сейчас выпрыгнет уже из джинсов. А какое у тебя было ощущение перед битвой с Конором? Какое ощущение, да, было? Мандраж. Мандраж был. Перед каждым боем бывает мандраж. Без этого никак. Есть такое понятие, страх и мандраж — это разные вещи. Когда ты боишься чего-то, это уже тяжело ее поправить. А то, что ты волнуешься, там, не хочется проиграть, не хочется выглядеть плохо там, и так далее, это уже другой момент. У каждого человека бывают свои чувства. И чтобы чемпионом стать, нужно делать то, чтобы ты мог преодолеть этот страх, преодолеть этот мандраж, это все направить в правильное русло, чтобы от этого была тебе польза, а не так, что ты волновался, нервничал, и это сказалось на тебе в бою. Вот это все контролировать нужны годы, нужен опыт, и с каждым боем, когда ты выступаешь, ты становишься лучше, и это все уходит. Спасибо. Друзья мои, у детей еще будет возможность задать вопрос. Хотелось бы, да, повзрослее кого-нибудь. Пойдем в зал. Сейчас, секундочку, первый. Ассаламу алейкум. Вспомните, пожалуйста, свою первую награду. Первое что, извиняюсь? Награду. Ну, в спорте. Первый раз я получил, я помню, когда выиграл. Первое место, когда получил, это по молодежи было чемпионат Дагестана по боевому самбо. Тогда я получил 2000 рублей. Они долго у меня держались, честно сказать. Когда сам зарабатываешь, тяжело с ними расходишься. А когда в легкие деньги приходят, ты с ними так же легко и расходишься. Так что вот эти деньги, которые сам зарабатываешь своим, так скажем, трудом, они очень ценные бывают. Вот были чемпионаты Дагестана по молодежи, когда выступал по боевому самбо. 2000 рублей. Спасибо. Еще раз здравствуйте. У меня не сколько вопросов, сколько такая просьба. В зале сейчас находится 2 кадетских класса в парадной форме. Они очень рады вас видеть, и мы бы хотели попросить вас сделать вот такое одно общее фото. Пожалуйста, уделите нам такое время. Спасибо. Сделаем, как закончим. Обязательно. Они могут встать, пожалуйста, чтобы я их увидел? Сколько их? Вот кадеты. Спасибо. Так, друзья мои, еще раз. Есть вопрос? Да, прошу. Хабиб, салам алейкум. Я рад видеть вас среди нас. Я, знаете, хочу, как отец и дедушка, мне тоже занимается, сын занимается, внуки занимаются. Я очень рад, что вы достигли этого. Вы истинный сын своего отца. Вы всегда ставите впереди. Отец всегда сын. Я думаю, вы достигли такое достижение за счет отца. Ну как за счет отца? За счет так, чтобы рядом у вас отец, рядом плечо такое. Это послушание много чего значит. Для как дедушки, для как отца, это много чего значит. Спасибо вам большое. Я хочу задать вот такой вопрос. Вы тот человек, который люди, которые занимаются охотой,
тот охотник, который свое добивается. Я в вашем лице последний бой, когда смотрел, видел, действительно, охотник, тот, который охотится за человека. У вас в это время было... Спорт – это сама истина. Истина заключается в том, что вы достигли свою истину, вы получили. Когда я видел, смотрел вы сверху вниз, вас нельзя было оторвать от него. Понимаете, это такой момент истины, что вы достигли. Я хочу задать этот вопрос. Что вы тогда говорили ему сверху вниз, смотря на него? Мне это интересно, что он понял свое, что он сделал, что так вел себя. Спасибо большое. Да, очень хороший вопрос. Отношения, конечно, между отцом и сыном, и не только сыном, с детьми, она очень важна, особенно важна в нашей стране, потому что если мы хотим здоровый образ жизни, да, там, чтобы в массы продвигать, так скажем, мы должны ее продвигать через родителей, потому что для детей в первую очередь примером служат родители. Дети смотрят на родителей, и они от них берут пример. Очень много привычек там и так далее. Я сам являюсь отцом, у меня у самого есть дети, и очень многие вещи они за мной повторяют. Я думаю, это не только там у меня, я думаю, у всех это дома такая картина будет. Ну, если отец, например, курит, пьет перед детьми, я думаю, что 80-90% дети будут повторять то же самое, что и отец делает. Не бывает такого, что отец лежит там дома перед телевизором на диване, курит, пьет, и сыну говорит, иди учись или иди тренируйся. Он не будет этим заниматься. Нужно самим вставать, показывать личный пример, на своем примере подавать правильный пример детям, и они это все возьмут. Ну, у меня вот так было в жизни. У меня никогда не было, чтобы отец меня отправлял на зарядку, а сам дома был. Всю жизнь отец меня с утра будил, говорил, одевайся, выходим. И сам выходил, и первый всегда делал, и потом только мне говорил, что я должен делать. Так что это очень важный момент. Это касается родителей, и все мы должны над этим работать. А насчет того, что говорил, ну там диалог был на протяжении 4 раундов. Ну я думаю, такие люди, как он, у которых нету ничего святого, ничего из религии, так скажем. Я не знаю, он даже какой религии принадлежит, но ни в одной религии не говорится, что можно себя так вести. Я думаю, такие люди не поймут. И не знаю, когда я его там бил, он молчал таким, старался оказаться таким хорошим человеком. Походу, он хотел своим поведением, так скажем, сбить, так скажем, мою злость на него. Вообще ничего не говорил, как будто бы он не понимал, что я ему говорю, хотя у меня так английский неплохой. Спасибо. Так, еще буквально один вопрос. Дисциплина — это хорошо, да, вот прошу. Черников, без выкриков, без вставаний. Был ли такой момент, когда хотелось все бросить и просто тихую, спокойную жизнь, чтобы вот там проиграли и все, и хотелось все забить и не идти больше там дальше драться? Короче, под воду уйти, да? Ну, бросить, конечно, было такое желание, когда были череда травм. А так проиграть и уйти такого желания не было. Но было желание, когда много травм было, хотел оставить, посоветовавшись с отцом, решили, что нужно продолжать, что на полпути начатого дела нельзя останавливаться. Но проигрывать такого желания не было. Спасибо. Спасибо. Хабиб, большинство присутствующих здесь сегодня это юные спортсмены, которые только начинают свой путь. И мне хотелось бы не задать вопрос, а попросить вас, может быть, пару слов, которые могли бы вдохновить их на спортивные достижения. Не зря звучит сегодня эта фраза. Многие, к сожалению, очень быстро бросают. Первая неудача, ой, вроде как, зачем мне это надо? Долгий путь, устают. Что сделать, чтобы все-таки не сворачивать с этого пути и как тренироваться? Ну, я, наверное, скажу, что тренируясь, знаете, как, например, в зале могут тренироваться 50-60 человек, из них могут чемпионами стать пару человек.
не обязательно, чтобы вы стали чемпионом, да, так скажем. И все точно не станут чемпионами, но тренируйтесь, ходите в зал, вы там точно найдете себе верных друзей, близких друзей, потому что в спортзалах бывают такие истинные отношения, искренние отношения. Там нету ни политики, ни личных интересов. Там, где вы в бок, так скажем, тренируетесь, и там все искренне. Так что, как минимум, вы там найдете себе верных друзей, и вы будете здоровыми, так скажем, мужчиной, который сможет постоять за себя, за семью, за своих близких людей. Так что дам совет, чтобы они тренировались. А люди, которые хотят там стать чемпионом, которые на самом деле имеют желание, не просто желание, а большое желание, им я дал бы совет, в первую очередь, чтобы у них было терпение, потому что без терпения тяжело добиться успеха, особенно стать чемпионом. На вашем, так скажем, на вашей дороге будут травмы, будут где-то вас подсудили, где-то у вас не будет денег, там много препятствий будет. Не обязательно, чтобы у вас было все идеально, идеально никогда не будет. Вот эти моменты, чтобы вы могли преодолеть. Самое главное — это терпение и труд. И, конечно, удачи. Желаю удачи, чтобы слушались тренеров, слушались родителей. И, конечно, чтобы приносили окружающим, кто их окружает, там только пользу, а не вред. Большое спасибо. Андрей Александрович, вам финальное слово, да. Но я хочу сказать, что спорт мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. Если мы хотим воспитать здоровых детей, здоровую нацию, это обязательно надо делать. В ушедшем 2018 году мы построили 10 объектов спорта, 3 больших спортивных зала. И хочу сказать, что на 2019 год у нас большие планы. У нас более 1500 человек в Сургутском районе занимаются единоборствами. Более 400 человек – это жители сельского поселения Солнечный. Поэтому именно здесь, в 2019 году, мы построим центр единоборств, чтобы детвора, взрослые могли заниматься. Для нас, конечно, событие – приезд Хабиба сегодня. Мы за это ему очень благодарны. И я хотел бы, пользуясь случаем, пригласить его на открытие центра единоборств, которое, я уверен, состоится в этом году. Если вы приедете, это будет событием для нас. Еще раз поблагодарить Хабиба и его команду за приезд к нам. Спасибо большое. И, пользуясь случаем, это символический подарок на память о Сургутском районе. Так, дорогие друзья, все, просьба кадетов, да, пройти к нам сюда. Все остальные на местах. Кадеты, прошу сюда. А что-то вас больше было, когда вы кричали «Ура!». Спасибо. Чемпион сдержал свое слово. Ваши аплодисменты, Хабиб Нурмагомедов!
Съел он. Вон, видишь, она здесь сидит. Видишь или нет? Ребята, отходите, движение начинается, отходите.